Всем привет! С вами Макс, вы на канале Широко Шагая. Наконец-то пришла весна. Солнце растопило снег, снег ушел под землю, и сейчас у нас есть уникальный промежуток времени, когда земля еще сухая, а листья еще не распустились. И сквозь ветки можно посмотреть на, возможно, самую крупную заброшку города Москвы, а именно закрытую станцию Москва-сортировочная Рязанская. Ныне парк Перово-4, огромной станции Перово. Вперед! Вообще, сама по себе Московско-Рязанская дорога интересна тем, что это единственная железная дорога с правосторонним движением. А все дело в том, что построенная в 19 веке, она принадлежала англичанам. И те, исходя из канонов своих реалий, решили сделать правостороннее движение. Уже позже в Советском Союзе хотели привести все к общему стандарту, но, посчитав, в какие затраты это выльется, решили оставить все как есть. Так она эксплуатируется и поныне. Для пассажира электрички наш объект исследования начинается с огромной насыпи и двух тупиковых призм. Далее пути идут на горку. Отсюда производился распуск вагонов в подгорочный парк. Да-да, на станции своя сортировочная горка. Ну, название как бы намекает. А еще внимательный пассажир заметит огромные металлические конструкции, стоящие за этой насыпью. Огромные, как будто какие-то старые космические корабли пришельцев, прибывших захватить нашу планету, поселились фактически в центре Москвы. Однако у всего есть свое объяснение. Эти штуки нужны для работы испытательных стендов завода «Салют», который производит газотурбинные двигатели, применяющихся на самолетах Сухой Су-30, Су-33. И вот через эти огромные штуки идет выхлоп при испытании этих газотурбинных двигателей. Представляете, какой рев они глушат? Ну и размер им подстать. Несколько лет назад их попытались замаскировать вот этой вот тряпочкой с облачками белыми на голубеньком фоне. Но мы-то с вами знаем, как это выглядело до. Я оставлю фотографии. Кто фоткал, автора укажу. Спасибо большое, чувак. Вот такие фотки. Ну а мы идем дальше. Посмотрим, как же все-таки происходил распуск вагонов. Признаться, я немного удивлен. Я думал, что здесь будут лютые заросли бурьяна. Однако все достаточно чисто, ветки подрезаны, следят. Однако накладок кое-где уже нет. О! И даже рельс один стырили. А вот это стойка для хранения тормозных башмаков. Тормозные башмачки являются инвентарем строгого учета, поэтому хранились под замком. Вот сюда вот они ставились. Этой штукой. Так. И на замок. И запирались. Тем не менее, периодически тормозные башмаки пропадали. Вот тогда начинался настоящий кипиш. Представляете, где-нибудь в Кривой поезду кто-то подложит такой башмак. Дело может дойти до схода с рельс. Поэтому машинистам специально выдавали телеграммы о повышенной бдительности. Мне тоже доводилось такую получать. И, скажу я вам, ничего приятного она не сулила. Благо, всегда обходилась. А тем временем мы с вами подходим уже к самой горке. Как можно видеть, перед ней идет небольшой подъем. И затем начинается значительный спуск. Это нужно для того, чтобы вагоны раскатывались дальше сами. А вот еще смотрите, какой мы стык с вами интересный нашли.
Он идет по диагонали, похоже, как будто два остряка от стрелки. Это нужно для компенсации температурного расширения рельс. Ну, вы знаете физику, что при нагреве металл расширяется, при охлаждении сжимается, и вот для того, чтобы стык не становился уже или вообще смыкался и происходил выброс пути, или чтобы он сильно не увеличивался, применяют вот такие вот пологие стыки. Очень распространены на Октябрьской, на высокоскоростных магистралях. Добрались до двух горочных светофоров. Они интересны чем? В них интересна сама сигнализация. Значит, один зеленый огонь разрешает распуск вагонов с установленной скоростью. Один желтый огонь разрешает распуск с уменьшенной. Один желтый и один зеленый огонь разрешается распуск со скоростью промежуточной между установленной и уменьшенной. А также один лунно-белый огонь разрешается локомотиву проследовать через горб горки, вон он там, мы до него не дошли, в подгорочный парк для каких-то маневров. Ну, соответственно, универсальный красный стой и буква N белого цвета лампочками. Вот видите, такая прямоугольная сигнальная головка стоит. Там белые лампы. И вот если там на них загорится буква N, это означает, что там, по-моему, при красном и при погашенном сигнале, что можно осаживать вагоны с горки назад. Да, что так, кусты подстриженные, стрелки уже сняты. Ну, скорее всего, их сняли, куда-то переложили в более нужное место. Крайне печальное зрелище. О, можем сделать сталк сортира. Ну как же упускать такую возможность? Да, классическое деревенское очко. И какой-то бывший путейский домик. Лесенка из шпал. О, сидуха от электрички. Надо кому? Приезжайте. Сейчас здесь, по-моему... Да. Тусят ребята без определенного места жительства. Зато хорошо живут. Ковры. Ну, кому было интересно, как устроен светофор, пожалуйста. Козырьки, линза, подставка для лампочки, клеммы. Ну, вот такие вот крышечки. Это достаточно современный светофор. Крышка пластиковая. Есть уплотнительная резинка, чтобы влага не попадала. Но сейчас светофор уже раздестроен. Увы и ах. Добрались мы до горба горки. Я иду по асфальтовой дорожке. Очень удобно, очень комфортно. Эта дорожка была нужна при распуске вагонов. Когда по этому пути тепловоз осаживал туда, в сторону подгорочного парка, вагоны, здесь шел составитель, не составитель, и рукой дергал за расцепочный рычаг. Автосцепка расцеплялась. Ветер какой! И вагончик весело катился вон туда, под уклон в подгорочный парк. По-моему, даже на камеру видно, насколько сильно здесь начинался уклон. Такой принцип работы. А там мы с вами видим диспетчерскую. Там сидел дежурный по парку и руководил распуском вагонов. Внимательный зритель старшего возраста поностальгирует, а кто помоложе спросит, а почему это здание какое-то непонятного поносно-зеленого цвета и не находится в корпоративной ливрее ОАО РЖД. Тут надо отправляться в начало нулевых. В то красивое время разнообразия на железных дорогах. Начало нулевых, но это было самое яркое время на Московской железной дороге. Каждое направление имело свой цвет. Ярославка сине-серая, Казанка, ну вот такая вот кислотно-зеленая с зеленым. По-моему, Савеловское направление было оранжевое с белым. Прикольное сочетание. Ну и серо-зеленая Октябрьская дорога. Правда, это не московская. Ну, сути не меняет. В общем, каждое направление было уникальное и было маркировано своими цветами. Кое-где сейчас эти цвета сохранились на Московско-Рязанском отделении. Диспетчерская, вот это здание. Кое-где крыши павильонов до сих пор зеленого цвета. Сейчас это последние такие остатки индивидуальности. Уже сколько лет все вот этот ПИТ катают, а как-то привыкнуть к нему не удается. Раньше каждый фирменный поезд был действительно фирменным. Узнавался не по табличке, а по цвету. Издали посмотрел, и уже понятно, что это едет. И форма раньше была краше. Ладно, поностальгировали. Пойдем смотреть подгорочный парк. А прежде всего посмотрим, как регулировали скорость вагонов
уже распущенных с горки. Вагонный замедлитель. Огромная инфернальная железная хреновина, которая клещами сдавливает колеса, тем самым притормаживая вагон. Может, помните, на сортировочных горках такой звук? Такие скрипы. Вот здесь они и высекались. Вот эта вот штука прижималась к гребню с внутренней стороны, тем самым его подтормаживая. Поэтому и раздавался такой вот виск-писк. Вот такая классная штука. Смотрите, какой огромный демпфер. Класс. Вот так вот они крепились. А, да, кстати, вся эта штука приводится в действие пневмоприводом. Вон тут баллон, идут трубы, переходят в шланги. Ну и где-то там внизу должны быть пневмоцилиндры, которые воздействуют на вот эти вот огромные прижимы. Рядом находится второе аналогичное устройство. У них, как вы видите, своя такая смотровая канава. Ну, необходима для обслуживания, потому что вот это все, конечно же, в перспективе времени требует внимания. Любая техника любит ласку и смазку. Посмотрите, насколько мы с вами уже спустились и как высоко тот старый домик. Пройдя вот эти две адовые штуки, вагоны попадают на стрелочные улицы и бегут к своим новым соседям на длительное путешествие. А вот здесь вот стоят столбики с такими интересными козырьками. Из столбика выходит провод, на конце которого такой вот штекер. Подозреваю, вот здесь вот были установлены специальные датчики, которые отмечали, где какой вагон находится. Ну, на вагонах есть датчики для отслеживания. Такие черные пластинки, наверняка вы их уже видели. Тоже вставлю фотку. Ну и дальше идет стрелочная улица. Да, мы там видим еще есть вагонные замедлители. Целая инфраструктура. Ну и вот, кстати, открыта крышка стрелочного перевода. Мотора нет. Такой вот привод. Как-то так это все и устроено. Диспетчерская еще сохранила свой кислотный сайдинг. Когда-то из нее осуществлялось управление всем распуском вагонов. Собственно, там на среднем этаже релейные находятся шкафы, а на высоком сидел дежурный. То ли по горке, то ли по подгорочному парку. Суть в том, что у него из будки открывался шикарный вид на вот эту вот инфраструктуру по распуску. Вид, наверное, оттуда открывался классный. Сразу не заметил, а ведь бордюр тоже сохранил свой цвет с начала нулевых. Уже совсем рядом заброшенная часть станции заканчивается. Начинают работать светофоры. На рельсах виден накат. Видимо, да, здесь. А, смотрите, там стоят вагоны классные. Видимо, их сюда на отстой возят. Как раз по этому пути заход-выход. Ох, ребят, хреново быть жирным. Ладно. Полезли, посмотрим, что там было. Стрёмно. Я говорил, что я высоты боюсь. Нет? А, так я пипец как боюсь высоты. Бляха-муха, добрались. Стрёмно вообще. Знаете, там не работает принцип «не смотри вниз», потому что ступенечки узенькие. И, блин, это прутки, там низ не увидеть трудно. Ладно, пойдем посмотрим дальше. Отсюда когда-то проводилось все управление распуском, горкой. Вон, видите, пульт остался. Виды хорошие. Такой вот пульт. Столько тумблеров и выключателей.
Но ничего, с опытом люди начинали в этом очень быстро и легко ориентироваться. О-хо-хо-хо-хо. Ребята, вот это красота! Вот это да! Все как на ладони. Ребят, честно говоря, заброшка немножко удивляет. Я ожидал увидеть здесь лес, который я видел еще осенью, когда я здесь был крайний раз. Как раз с моста, на который мы идем. Молодой лес практически в центре Москвы, а сейчас его весь срубили. Да ладно, срубили. Тут даже в этом парке местами вагоны отстаиваются. Вон там можно видеть пассажирские вагоны, так называемые классные. Мы с вами видели путь с накатом. Видимо, по нему они туда и попадают. Грузовые вагоны. Вон там от электропоезда. Сейчас пойдем посмотрим. Ну, как-то не совсем тотальный дестрой, справедливости ради. Да, многое не используется, но не полное захолустье внезапно. Хотя я помню, были времена, когда здесь велась настоящая работа. Все эти пути, вот это вот все, было заставлено вагонами. Скрип тормозов от вагонных замедлителей, гудки, объявления по двухсторонней парковой связи. Все это работало 24/7. Объемы были, конечно, колоссальные. А сейчас вот так вот. Удивительно и непривычно видеть это место вот в таком исполнении. А вот это, ребят, действительно хорошая находка. Шпалы, пропитанные криозотом. Запах стоит бомбический. Так что, если хотите немножко потоксикоманить, ощутить настоящую железнодорожную романтику, приезжайте. Парк Перова 4, город Москва. Есть у станции действующий подъездной путь. Вот эти бочки, наверняка с керосином, стоят, чтобы попасть вон туда, на завод «Салют», где эти двигатели реактивные и испытывают, где их и производят. Как известно, реактивный двигатель питается на керосине. А пересекает этот подъездной путь улицу Золотая. Она так названа не потому, что когда-то там добывали золото. Дело в том, что в старой Москве ассенизаторы или золотари, как их тогда называли, вывозили по этой улице отходы жизнедеятельности человека. Назвав улицу в честь этой профессии, можно сказать, им отдали дань уважения. По сей день так эта улица и называется. Вообще, станция Москва сортировочная утратила свою самостоятельность еще в 2010-х годах. Ее присоединили к станции Перова, которая намного крупнее по размерам, и бывшая станция стала лишь парком под названием Перова 4. А законсервирована она в 2017 году. Сейчас я снимаю в 2022, как несложно подсчитать, всего 5 лет прошло. И когда-то огромная шумная станция стала вот таким вот печальным зрелищем. Все-таки нельзя сказать, что станция до конца заброшена. Какие-то пути используются. Вот, видим, стоят вагоны от электропоезда, стоит вертушка с щебнем и стоит РА-2. Пойдемте-ка его поглядим поближе. В общем, какую-никакую пользу станция пока приносит. Но парк, конечно, заброшен и раздестроен. Посмотрите, в какой концептуальной окраске стал дизель-поезд. Печально, конечно. ЧМ-5, юго-восточная дорога. Да, занесло. Согласно популярному сайту, это дизель-поезд из Отрошки. По идее, он должен быть в трехвагонном исполнении, но здесь мы видим только 2 головы. Народ, есть кто? Странно, окно открыто, дверь нараспашку.
Ну, пойдемте по-быстренькому глянем салон. Вот такой вот салон. Здесь автоматы, щитки. Ага, электроника. Void, видимо, за привод отвечает. За трансмиссию. Скрыт пол. Видим силовую установку, привод. Вон там кардан пошел. Хрен знает, там как будто кто-то есть. Вот такая кабина. Прикольно. Все автоматы. Форточка странной конструкции. Пульт. Ага. Теперь сваливаем. Каким интересным башмаком закреплен дизель-поезд. Никогда таких еще не видел. Собственно, эта труба и установлена для буржуйки. Кто едет в холодное время года, топят, ну так и обогреваются. Здесь мы с вами попали уже на рабочие пути, и накат, и сигналы, все есть. Стоит вереница промежуточных вагонов от АТД-4М. Все депо Раменское. Ну и у вертушки модуль сопровождения. Так что здесь уже жизнь. Жалко, только парней из сопровождения найти не удалось. Действующие объекты инфраструктуры, в частности вагонное депо, меня всегда интересовало, как они работают зимой. Сейчас вы, наверное, слышите на микрофон, ветер дует. А представляете, каково это зимой? А они там в открытую трудятся, работают. И вон даже сейчас процесс идет. Как только зашли на территорию вагонного депо, сразу плиточка, сразу все цивильно. И сразу куча натурных образцов, которые можно посмотреть. В частности, скол цельнокатанного колеса. А на вагонах это колесо цельнокатанное, то есть вот это вот с диском это одно целое. Видно тут, какие клеммы стоят. Прикольно. Сюда ось проходит. Диск колесный нагревается и садится на ось. После того, как остужает, он ее схватывает. Класс. Вот это, я так понял, это как рама кузова вагона опирается на раму тележки. Вот по такому скользуну происходят фрикции при поворотах. Это часть рамы вагона. Смотрите, какой металл толстенный. А? Класс. Ну и вагоны здесь представлены. Крытый, пассажирский, похож на Амендорф. Платформа, полувагон. И конструктивные элементы вагонов. Вот это боковина рамы тележки. Грузовой тележки 18100. Собственно, она всем вам очень хорошо известна, кто хоть раз бывал на железной дороге. Все вы ее, конечно же, видели. И вот она здесь. Здесь проходят занятия, отрабатывают какие-то моменты. Тут, кстати, видно как раз отколотая часть ее рядышком расположена. Как раз выявлять трещины вот в таких вот местах. Это одна из основных задач вагонников. Также здесь элемент тяговой рычажной передачи. Вот сюда крепятся колодки. За вот этот кронштейн это все подвешивается, оно все болтается. И имеет, вон там, видите, такая тяга. Она связана с штоком тормозного цилиндра. Соответственно, а вот и он, кстати, да. Тормозной цилиндр. Пружинка работает на разжатие. Собственно, что сказать. По этой трубе подается давление. Шток тормозного цилиндра уходит сюда, сжимает пружину. Шток выходит и прижимает колодки к колесам. Но это очень так утрированно и очень грубо. Автосцепка советская, СА-3, как мы видим в небольшом разрезе. Учебный экспонат. Это тоже элементы рамы тележки. Собственно, вот здесь вот происходит опора рамы вагона. Здесь расположен шкворень. Ну и вот она вот так перемещается в кривых, крутится. Да, очень круто. Дефектные места, повреждения. Ну, кстати, смотрите, здесь какая мощная трещина, аж палец проходит. Да, очень круто, очень интересно.
Я так понял, здесь рамы тележки с разными дефектами представлены. Ну, учебное пособие. Вот, пожалуйста. Плакат по неисправностям тележки 18100. Все расписано. Здесь парни и занимаются. За плакатами с неисправностями спрятался вагон. Ну, я так полагаю, это Амендорф. Ну, судя по гофрам, да. Тележечка пассажирская КВЗ ЦНИИ и уже отмирающий ременный привод генератора. Класс. Вот посмотрите, его тут можно вот этой гайкой с рычагами натянуть. Она имеет пружинку. Да, это редуктор. Смотрите, это редуктор. И вот сюда идет на генератор. Но привод сняли, его сейчас нет. Да, вот генератор, вот его распаечная коробка. И уходили провода в подвагонку. А по подвагонке самое большое, самое заметное место — это вот этот вот большой ящик. Там располагалась аккумуляторная батарея. Та самая, за которой курить нельзя. Всеми любимая трехгранка. Да, сейчас такие вагоны уже история. А вот этот лючок, по-моему, для заправки водой. Ну да, рукав идет как раз на бак с водой. И что здорово, здесь отдельно стоит и пассажирская тележка. Хотя занимаются только грузовыми вагонами. Ну, вот здесь есть и такой элемент для полигона. А здесь опираются пружины. Соответственно, сколько мы их видим? 2, 4, 6, 7 штук. Ну и вот они на вагоне. 2, там сзади 4 и там 3. Вот такой пакет пружин. И как вы видите, они есть наружного диаметра, а есть внутреннего. И они направлены в разные стороны, витки. Вот такие дела, ребята. Так что интересно. Ну а там уже рабочая зона, там тревожить парней не будем. Ну и, собственно, вот она. 18100 во всей своей красе. Вот здесь, кстати, интересно, снята крышка букса. Можем видеть, как выходит ось колесной пары. Здесь клемма, свидетельство, освидетельствование, год изготовления, опрессовки и все прочее. Смотрите, какой мощной она гайкой закручивается. Ну а там дальше расположен подшипник. Две школы тепловозостроения. Наша и чешская. Два конкурента лицом к лицу. Ребят, мы с вами можем видеть очень редкий момент. Знаете, когда колесо у вагона спускает, его же надо заменить, и вот ставят такие желтые докатки. У него, естественно, ограничение скорости не более 80, без резких торможений и резких поворотов до ближайшего вагонного шиномонтажа. Интересно с мостом получается. Нижняя часть еще хранит в себе остатки нулевых, а верхнюю, ограждение, то что видно, уже заменили и причесали в ПИД. Ну правильно, их же видно. С моста хорошо видно, что из себя представляет этот парк. Но вот эта группа путей вполне себе рабочие. Вот там когда-то было тоже вагонное депо, что-то там делали, по-моему, тележки меняли. Не помню точно, это было очень давно. Ну а здесь сейчас, да, отстаиваются пассажирские вагоны классные. Вот удивительное дело. Этот асфальт еще помнит мои ноги. Когда мне было лет 7-8, только первый класс. Я тогда сюда ходил срисовывать вагоны, так сказать, с натуры. Ну, с детства было это все интересно. И мне рассказали, что вот в этом здании находится техническая библиотека Московско-Рязанского отделения, НОТ-2. Сейчас эти все отделения упразднены, происходили реформы, не суть. Ну и я туда пришел с мамой под ручку, и на мамин паспорт мне завели карточку. И вот после школы ходил сюда, делал уроки, а потом учитывался технической литературой. Что-то понимал, что-то не понимал, но что-то и в голову отложилось.
Чудесное было время. Сколько я здесь пропадал, вечеров. Романтика. Даже сегодня от станции отходит вот этот вот путь. Раньше, когда он шел туда дальше вглубь, прямо за этой кучей находилось глухое пересечение этого пути, ну и другой ветки. Даже когда я был мелким, они уже были заросшие и давно не использовались. Собственно, этот путь огибал промзону и, проходя под главным ходом московско-рязанского направления, выходил с другой стороны и туда, до ворот предприятия. Сегодня там ничего об этом пути не напоминает, а когда-то на пути, пересекающем наш, по которому мы прошли, уходящим в ту сторону, стояла сплотка вагонов, еще с подшипниками скольжения. Да, вот туда уходил этот путь. Как же все меняется. Вон только шпалы остались, чадят. А вот здесь было то самое пересечение. Ну-ка, что тут мы можем найти? Да, вот видите только шпалы как играют. Эх, как же жалко, что у нас все только ломают и разбирают. Такие интересные места в никуда уходят. От них остаются только призрачные воспоминания. И такая вот наваленная куча шпал. Я предлагаю здесь устроить небольшой привальчик и попить чаю. Ведь когда отправляешься на какую-то прогулку, очень круто иметь с собой термос с чаем. Сегодня я его приправил малиновым вареньем. Окончил краткий привал. Столик, конечно, прикольный получился. Пока пил чаек, смотрите, что приметил. Вот такой шарик. Один в один, как на реверсивках. Даже шайба та же. Кому надо, вот оставляю здесь. Вон там тот мост, ориентир. Пожалуйста, welcome. Кто возьмет, напишите в комментариях. Решил немного прогуляться дальше по этим зарослям. И увидел интересную штуковину. Смотрите, габаритная фишка вот эта. Но даже не рамка. Цепи по габариту подвижного состава, потому что дальше путь шел в маленький тоннель под главным ходом. Вот для контроля габарита такие вот ворота. Прикольно, что сохранились. Вот все интересное всегда находится где-то вдали, в загажниках. Вот, например, вот эти два вагона. Насколько я знаю, это дизель-генераторные вагоны для рефрижераторных секций. Как раз они сцеплялись посередине, и по два вагона в каждую сторону от них рефрижераторы. Вон здесь видны жоксы для питания. Вот это, наверное, для подачи охлажденного воздуха. Честно говоря, никогда в эту тему не вникал. Кто знает, пишите в комментарии, с удовольствием почитаю. Ну вот, да, вентиляторы, наверное, на подачу воздуха, на обратку. Вот этот знак означает, что подшипник качения установлен с шариками. Да, и их подразрисовали. Тележки классные. Похожи на КВЗ СНИ, но нет. В середине вместо витых пружин листовые рессоры расположены. Ну и нет демпфера, гасителя колебаний. Вот сравните. Вот эта тележка. И вот на вагоне. Собственно, разница видна посередине. Честно говоря, я даже не знаю, что можно прокомментировать. Все-таки это весовая мастерская, а не дизель-генераторная секция. Ну, тут, как говорится, мои полномочия все. Не знаю. Кто в курсе, кто матерый фанат, пишите, сообщайте. Интересно будет почитать.
То, что раньше я принимал за вагонное депо, на самом деле это зона таможенного контроля. Здесь подвесная таль. Что-то разгружали, что-то таможили. Какого-то большого движа я здесь особо никогда и не видел. А сейчас вообще приходите в мой дом, все ворота открыты. Хотя, справедливости ради, рельс еще вроде с накатом. Значит, как-то используется, что-то сюда заезжает. Раньше, спускаясь с моста и повернув направо, пройдя вдоль этого железнодорожного пути, можно было попасть в депо со стороны тепловозного цеха. Этот тепловозный цех — это веер. Посередине стоит поворотный круг, действующий. И да, там действительно ремонтируют тепловозы. А вот на этом самом месте, прямо перед депо, когда-то видел тепловоз ЧМ-3. У него с тележек сняли средний колесно-моторный блок, поэтому он был четырехосный. Это было лет 7 или 8. Конечно, сказать, что это поразило, это не сказать ничего. Ну а сейчас тут вот опять транспортные безопасности, охранники, заборы, периметры. Ну, короче, Россия современная. Депо Москва сортировочная Рязанская, 1006. Знамя Ленина здесь не просто так. Дело в том, что начало коммунистических субботников положено именно здесь. Именно здесь рабочие в субботу починили 3 паровоза, которые выполнили сверх нормы. Страна одобрила такой порыв. И да, с тех пор у нас до сих пор проводятся субботники. Если кто смотрит из иностранцев, когда бесплатно в субботу приходят люди и трудятся. Не ради какого-то корыстного интереса, а чтобы жилось лучше. Спойлер, не помогло. Вначале со входа сразу направо. И за этой дверью этот музей располагался. Сейчас сказали, что его перенесли на улицу. Ну, пойдем посмотрим. Зато увидим, собственно, реликвию этого депо. Овечку 7024. Здесь еще с 90-х сохранился этот запах производства. Посмотрите, какая плитка, армированная медными вставочками. До сих пор все это так и осталось. А вот здесь вот, господи, теперь это все так огорожено. Инструменталки. Ох, вы посмотрите. Здесь и демпфера чинят, и верстаки. Да, здесь станки стоят. Вот это классно, а? Вот это мы с вами хорошо попали. Когда-то здесь стояла колесная пара трамвая. Как мне тогда рассказали, начальник депо решил попробовать подработать на обточке колесных пар. Здорово. Вот это да. Вот здесь вот, знаете, в обед посидеть с мужиками, в домино порубиться. Рыба! И чайку попить. Ну, собственно, вот, ребят, о чем и говорил. Стеллу поставили относительно недавно. 103 года первому субботнику. До сих пор это событие здесь чтят. Ну и не мудрено. А вот и живой свидетель тех лет. Один из той троицы, которых починили, которые отправили в работу сверхурочно в едином трудовом порыве. Да, и туда можно зайти. А вот посмотрите. Этот паровоз был отремонтирован рабочими депо Москва сортировочная, целый список фамилий, на первом коммунистическом субботнике, 12 апреля 1919 года. Раньше этот паровоз стоял немножко в другом месте. Вон там вот за этим вот деревцем, туда кусочек пути проходил, он стоял под крышей.
Ну вот его перенесли. Ну, справедливости ради, здесь на таком участке проще устраивать какие-то мероприятия, демонстрации. Никто не забыт, ничто не забыто. Ну и можно невозбранно подняться в будку. Что мы с вами и сделаем. Опа! Вот он, тендер. Пустует. Слушайте, так мало. Значит, запас угля такой небольшой, а по бокам вот это все вода. Зацените, клепки. Класс. Поддерживают его в хорошем состоянии. Боковины покрашенные. Органы управления. Пожалуйста, все есть. Здорово. Зацените, какой раньше вид был из будки. Полмира. Поэтому высовывались и вели поезд вот так. Верное депо изнутри и действующий поворотный круг. Не так много путей к нему, конечно, подходит, но факт остается фактом, да. Рабочая инфраструктура. Депо функционирует. Вон на очередь стоят пациенты. Ну, а этот тепловоз уже на реостате. Ох, ребят, не зря мы сегодня поехали. Вы посмотрите, кого мы застали. 54-й. Ну, пойдем за ним. Да, мы запомним это время. Честно говоря, день сегодня богат на успех. А ЧС-2? Я думал, ее уже давно распилили, но нет. Жив еще курилка. Стоит, правда, опущенная, но не где-то на тракционных путях, где-то вдали. А вот, пожалуйста, неподалеку от ПТО. Предлагаю закончить это видео на задворках депо.
где незаслуженно вдали стоит памятник первому коммунистическому субботнику, где рабочие катят колесо. Надеюсь, вам было интересно и все понравилось. Желаю крепкого здоровья, благоразумия. Всем пока-пока.